И здесь кампусы сделаны, чем-то это напоминает отель, да, чем-то это напоминает гостиницу. А первое, что нас здесь ждет, я хочу, чтобы мы вышли с вами на улицу и посмотрели на вид. Друзья, привет! Если вы успели догадаться по этому интерьеру, я сейчас нахожусь в Швейцарии, в Люцерне. Вот, ребята, сегодняшний выпуск у меня будет посвящен студенческой жизни в Швейцарии. Я вам буду показывать комнаты, общежития, рассказывать, куда студенты ходят, что они делают. И прежде чем я покажу вам стандартную комнату, где живет типичный швейцарский студент, хотя нет, как сказать швейцарский, интернациональный студент, мы с вами отправляемся на бранч, потому что у нас подходит время, сейчас у нас уикенд, да, ребята, уикенд, и мы идем на бранч. Что такое бранч? Вы сейчас увидите, он начался уже 15 минут назад, в 11:30. Казаться фантастикой, но свет везде автоматически, поэтому когда я шел, снимая, нажать там я забыл. Поэтому когда я шел, снимая везде в коридоре, свет включался мне. Как будто я привез с собой целую команду световиков и звуковиков. Вот видите, сразу на двери у нас указано: бранч сегодня в 11:30, а вечером будет динер, ужин, 17:30. Бранч это еда, обед. Вот что у меня получилось насобирать. Не знаю, что это за суп такой. Рис с водичкой. Ну еще я туда лук положил. Рис, вода и лук. Вот такой очень вкусный суп. Я на самом деле бы не ел, но мне интересно попробовать. Да, ребят, это реально рис, вода и суп. Может, тут, конечно, какие-то фишки надо было. Может быть, туда надо было положить кусок мяса. А я об этом не догадался. Ну вот, имеем, что имеем. Весь этот бранч у меня включен. Да? То есть я ничего здесь не платил, кроме кофе. За кофе я заплатил 1 франк 20 центов. Да, вроде такая же сумма была. Я платил просто своей карточкой. Так. Все остальное для меня бесплатно. Ну, на самом деле, для студентов, которые здесь живут, они просто приходят сюда кушать. Да? Это бранч, по сути, это как, у них как столовая. Да, и что у меня получилось насобирать? Рис, рыба, индейка. Ну и как бы колбасы с сырами, да. Мне сегодня сказали, что сегодня будут проходить какие-то ивенты еще здесь. Посмотрим, там идет подготовка. Короче, мы все с вами увидим. Сегодня, ребята, уикенд, и в резиденциях вообще заграничных очень принято, популярно делать какие-то движухи. Очень много здесь международных студентов, какие-то типа там кулинарные вечера. И вот BHMS, собственно говоря, не исключение. Я вот сейчас остаюсь здесь наверху, да, вот как раз комната, которую я показал в начале, и мы туда еще вернемся. Ребята, я возвращаюсь в свой номер, как и обещал. Давайте представим, что вот мы с вами, я вот студент, который только приехал вселяться в резиденцию. Это, естественно, у всех вопросы: блин, а что там будет за комната? Многие же не видели и не были здесь. Что там будет за комната, что там будет, что с собой брать, что вообще здесь есть. Очень много вопросов. Давайте вот я вам покажу, вот когда я зашел, что у меня здесь было. Обзор на резиденцию. Что мы с вами видим?
В этой комнате, скорее всего, будет 2 студента. То есть вы будете жить с кем-нибудь из Италии, Алжира или Марокко. Это больше похоже не на комнату в общагу, а на такую как бы однокомнатную квартирку, студию. Места достаточно много, 2 кровати. Кровати, скорее всего, будут как-то изменены положения, переставлены. У нас кухня, кстати, очень-очень неплохая, барная стойка, стол также на 2. Я когда приехал, а приехал я вчера, вот это все здесь было. Я, естественно, ничего не покупал, стаканы, какие-то тарелки, да, даже вот для мытья есть всякие моющие средства, кружки, чашки. Так, и что у нас в холодильнике? А в холодильнике у нас шоколадка Таблерон. Кстати, эта шоколадка была здесь. Меня встречала любезно на столе. Что у нас в ванне? Кстати, это полноценная ванна, это не душ. Полноценная ванна, и это очень круто, потому что во многих студенческих общежитиях нет никаких ванн, и там есть только душ, и, как правило, ванные комнаты они очень маленькие, что туда еле-еле залазишь. Так, например, у меня было в Англии. Здесь же это полноценная ванна. Посмотрите, какая крутая штука. Это у нас радиоприемник Philips. Ребята, в туалете я нигде такого не видел. В туалете радиоприемник. Вы представляете? Здесь есть. О! Можно что-нибудь подсушить. Ну, я думаю, что с ванной все нам понятно. Да, и вот такой моментик, если вы не знали, в Швейцарии вся вода пригодная для питья, то есть вся вода, я имею в виду под краном. То есть вы можете спокойно из-под крана наливать воду, она здесь чистейшая, со всех швейцарских ледников, и я неоднократно об этом рассказывал в своих выпусках про Швейцарию. Пожалуйста, вода это как национальное достояние. Здесь это все дело проверяется, кто-то говорит, нет, воду пить нельзя. Нет, ребята, воду пить можно. Здесь это все дело проверяют на чистоту воды. Здесь все ее пьют из-под крана, как мне говорят местные, которые здесь живут. Я думаю, что они меня не обманывают. Они же не хотят меня здесь погубить. Отлично, кстати. Идем дальше. Если вы думали, что я на этом закончил, я на этом не закончил. Вот. У нас еще вот такой шкафчик. Здесь есть моющие средства. Вы видите? Давайте к обещанному балкону. Я же обещал вам балкон. Вот это, ребят, мое здание на 6 этаже. Там я остаюсь. У меня есть балкончик. Мы еще туда на балкончик не выходили, но я вам покажу этот балкончик. Блин, ребят, все в жизни бывает первый раз. Вот эта палочка, она вот так магнитится, да? Значит, для того, чтобы опускать и поднимать эти жалюзи, нужно ее согнуть повыше и потом еще раз согнуть, да? То есть вот такой механизм получается. И вот мы его крутим, да? Вверх, вниз. Опускаем, поднимаем. А если мы хотим закрыть окно от света, то мы просто вот эту сгибаем. Одну штучку и уже тут регулируем туда-сюда, вот как хотим. И на магнитике она, что самое приятное, она не болтается, ветром не будет стучать вот так вот ночью, когда будет, вы откроете окно, да, и она болтаться вот так не будет у вас. Вот, а она на магнитике, то есть все продумано. Окна, как я их люблю, без батарей, вот этих вот чугунных, да, то есть здесь нет вот этой батареи, а здесь у вас окно полностью на всю стену, которой нет, потому что здесь окно. И дверь, выход на балкон, о котором я говорю с сегодняшнего утра и до сих пор вас туда не отвел. Ну пойдем, пойдем. Здесь у меня, значит, по левую руку гора. Я вижу, как ребята по этой горке ходят. Дальше у нас поднимаются, ходят, в смысле, занимаются спортом, они поднимаются наверх. Здесь, кстати, очень много спортивных ребят, и я неоднократно слышу от
студентов, от туристов, которые приезжают впервые в Швейцарию, что здесь очень много спортивных людей, и когда они видят это все, им тоже хочется заниматься спортом. Good boy. Я даже не понял, как я попал на шопинг-улицу, где все вот эти известные часовые бренды, у меня, кстати, Garmin на руках, а там все, Breitling, Omega, все, что хотите. Yes, hello. I'm here for shooting one room. I just need like a couple of shots of the room for a video of BHMS. И я зашел, ребята. Сначала мне сказали, что все комнаты заняты и нельзя снимать, потому что я остаюсь в другом кампусе. Он в 15 минутах ходьбы, и вот как раз вот это вот пока я шел, я для вас сделал красивые кадры. И вот комната. То есть мы можем представить, я сюда пришел, меня привел парень, он и учится, и он работает. И здесь кампусы сделаны, ну, чем-то это напоминает отель, да, чем-то это напоминает гостиницу. Вот представьте, так же вы, как студент, вы приезжаете, вас также встречают, и вот вы зашли, вот ваша комната. У меня в другом кампусе, мою комнату мы видели, здесь это выглядит вот так, и комната на одного человека. Давайте посмотрим, что у нас здесь ждет. Здесь сейчас чей-то чемоданчик, кто-то его оставил, не знаю кто, тот, кто здесь живет. И я надеюсь, что этот кто-то не придет. Так вот, значит, у нас, пожалуйста, есть кровать, у нас есть шкаф, у нас есть ковер, даже здесь, представляете? Здесь есть ковер, конечно же, стол для того, чтобы заниматься с полками, куда можно расставить это все. Но для меня самое важное, то, что здесь огромный балкон, терраса шириной 1,5 метра, со стульями и с вот этим видом, просто сумасшедшим. Даже есть телевизор. Что касается ванны, ванна отсутствует. Здесь душ. Как раз вот Я считаю, что мне повезло, потому что у меня есть ванна. Я могу ее набрать себе пенки и расслабиться. Ладно, мы не будем отвлекать. Быстро отсюда исчезаем, пока не пришел хозяин этой комнаты. Везде, кстати, в коридорах лежат ковры. Это для того, чтобы вы почувствовали атмосферу отеля. Блин, это здание, конечно, мой фаворит. Очень круто, очень крутые холлы. Вот я представляю просто, блин, что может чувствовать студент, который живет в комнате и спускается сюда просто как царь. Так, здесь сейчас идет подготовка. Здесь идет подготовка, а я выхожу. Я выхожу и возвращаюсь на вечеринку, которая проходит у меня в кампусе, в моем кампусе. Да, ребята, вот мой друг на ресепшене сказал мне, что он сюда ездит, вот в этот кампус, на скутере. Он также живет в Сити кампусе,
это Lakeside кампус, другой, да, то есть кампус на озере. У меня городской кампус. Здесь проходят всякие вечеринки. Вот сегодня, сейчас идет подготовка. Здесь приехали машины, ставят диджейские пульты, всякие там побрякушки, шарики развешивают. И сегодня мне сказали, будет коктейльная вечеринка, наверное, будет, если пульты стоят, музыка, будет дискотека, будут коктейли, попкорн-машины приехали. Я сначала думаю, где здесь гладильная доска, стиральная машинка, даже уже думал утюг идти покупать. Но все гораздо проще. На самом деле на бейсменте, то есть в подвале, да, грубо говоря, там у них целый laundry room, постирочная комната с гладильной доской, куда вы приходите, где вы гладите, стираете. Все просто. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк. Подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.